Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим печенье с начинкой на кефире. У этого печенья очень нежное и вкусное тесто, немного похоже на слоеное. Готовится оно очень просто, а выпекается около 20 минут. Такое печенье понравится всем членам вашей семьи. Давайте готовить! В миску вливаю 150 мл кефира. К нему добавляю 1 столовую ложку сахара, щепотку соли и 8 грамм ванильного сахара. Тщательно перемешиваю венчиком, чтобы сахар растворился. «320 грамм пшеничной муки смешиваю с 1 чайной ложкой разрыхлителя для теста и просеиваю в глубокую миску, в которой буду замешивать тесто. К муке добавляю 150 грамм холодного сливочного масла, покрываю его мукой и перетираю с помощью вилки, чтобы получилась крошка. В серединке делаю углубление, вливаю подготовленный кефир и замешиваю тесто. Тесто получается очень мягкое, эластичное и не липнет к рукам. Формирую из теста шарик, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник отдохнуть на 30 минут. Поверхность, на которой буду работать, не посыпаю мукой. Шарик из теста немного прижимаю руками и делю его на 8 примерно одинаковых частей. И каждый кусочек теста делю еще раз пополам, немного его обминаю и раскатываю в небольшой брусочек. Сверху заготовку немного прижимаю пальцами и с помощью ножа делаю неглубокий разрез, чтобы получилось углубление. Готовые заготовки отправляю на противень с пергаментной бумагой на небольшом расстоянии друг от друга, а углубление наполняю густым повидлом. Противень с печеньем отправляю в предварительно разогретую до 180 градусов духовку, режим вверх-вниз на средний уровень, и выпекаю около 20-25 минут до румяности. Во время выпекания не забывайте учитывать особенности вашей духовки. Готовому печенью даю полностью остыть и посыпаю сахарной пудрой. У этого печенья очень вкусное тесто, немного похоже на слоеное. Вкус у печенья будет меняться, если добавлять в него разные начинки. Также можно его приготовить с вареньем разных цветов, например, с клубничным, абрикосовым и вареньем из черной смородины. Если вам понравился этот рецепт, приготовьте такое печенье для своих близких. Точное количество необходимых ингредиентов я укажу в описании под этим видео. Буду очень благодарна за все ваши лайки и комментарии. Всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч на моем канале.